Даже не назвала это в полной мере анализом, это скорее первое впечатление от прочтения 67, по-моему, в итоге набрали интервью. Переключался мне не слайд. Пожалуйста, в зуме такой прототип. Значит, исходная идея исследования была изучение отношения разных представителей постсоветских стран к европейским ценностям, в целом ценностная ориентация, представление о будущем и представление о социально уязвимых группах и помощи им. Но замышлялось это все исследование, я надеюсь, оно будет реализовано как построено на смешивании методов количественных и качественных, и пока собрана только качественная часть интервью, и в интервью был включен блок с семантическим дифференциалом, о котором расскажет Татьяна в следующем докладе. Значит, и если сосредоточиться, понятно, что здесь я несколько сузила, да, мы много всего семантически такого насыщенного вложили в исходный замысел. Здесь я буду говорить о части полученных результатов. Ну и, собственно, понятно, что ценности изучают много кто и изучают регулярно. Но это, на самом деле, не проясняет картину вообще, потому что данные, полученные даже в один и тот же временной интервал, очень дают полярные результаты практически. И понятно, что сейчас с российским обществом происходит, ну, в общем, очень серьезные изменения, в том числе и связанные с ценностной и, я бы сказала, моральной во многом, да, потому что мотивация отношения к тому, что Российская Федерация делает в внутренней и внешней политике, как правило, на уровне повседневном это осмысливается именно с моральной компонентой, и на основании вот этого, вот этих моральных и ценностных интерпретаций происходящего, да, общество, конечно, очень сильно поляризуется. Поэтому, в общем, действительно кажется интересным, при том, что большой багаж изучения ценностей россиян накоплен, посмотреть, что происходит сегодня. Значит, ну, собственно, к тому, как мы все это, да, проводили. Значит, собрано интервью. Мы ограничились Москвой, ну, как минимум, просто чтобы гомогенизировать выборку. Вероятно, количественный этап будет включать более сложный дизайн выборки, но пока, значит, Москва. Поколение 70-х годов рождения, как поколение, пережившее в формативный период, переход 90-х, когда европейские ценности воспринимались как эталон, и образ жизни европейцев представлялся как, ну, в медийном, в политическом дискурсе, как, в общем, ближайшее будущее, если все пойдет хорошо. Но, значит, и мы предполагали изначально, что это поколение 70-х годов рождения к европейским ценностям будет демонстрировать лояльность, и индивидуальные ценности представителей этого поколения будут близки европейским. И поколение, собственно, детей, ну, условно, да, здесь мы не брали внутрисемейное интервью, но, да, условное поколение детей, значит, молодые люди, родившиеся в конце 90-х, в начале нулевых. Уравновешенная выборка по гендеру и по важному для нас параметру наличия высшего образования или его отсутствия. Для молодежи под людьми, не имеющими высшего образования, понимаются те, кто не получал, не получает и не планирует. Ну, понятно, что, может, через 10 лет у них все поменяется, и они его получат, но вот сейчас они как бы не планируют получение высшего образования.
Значит, дальше вообще много букв, тут и до этого было много, но сейчас еще больше, потому что мне показалось интересным действительно вывести на экран, на слайды сами цитаты и, ну, собственно, показать, что если мы типологизируем те ценности, которые у нас звучали или как-то там перечислялись в нарративах информантов, то оказывается, что очень близки ценности обоих поколений. Ну, понятно, что там есть некоторые поправки возрастные, потому что, ну, поколение 1 в данном случае это более старшее, поколение 2 это более молодое. Значит, все говорят в первую очередь о семье и здоровье. И это очень близко к тому, о чем говорила Нина Ароновна. Значит, это действительно во многом выглядит как попытка спрятаться и в этом близком круге найти поддержку и опору в нестабильные периоды. Но понятно, что люди взрослые, имеющие свои семьи, как правило, непосредственно это называют семьей и определяют ее как межпоколенную общность, основанную на кровных связях, то для молодежи семья – это близкие по духу люди. Ну и здесь, собственно, это могут быть и друзья близкие, и непосредственно родственники, и там романтический партнер. Ну, в общем, здесь как бы формально зарегистрированных отношений или кровных отношений, в общем, может и не быть. Когда речь идет о здоровье, тоже любопытное отличие. Вот оно, мне кажется, если первое отличие в нюансах интерпретации, это отличие скорее возрастное, то в отношении к здоровью это отличие, как мне кажется, поколенческое. Люди более взрослого возраста говорят о здоровье соматическом преимущественно, а люди более молодые о здоровье психологическом, ну или как они там это называют, ментальное или еще как какое-нибудь. И вот здесь, мне кажется, все-таки вот это поколенческое отличие как раз связано с распространением того, что в социологии называется психотерапевтической культурой, ну и в психологии, наверное, тоже, с акцентом на self, с акцентом на ну вот, да, такое самочувствие во всех смыслах, и в эмоциональном, и в экзистенциальном, и в любом другом. Третий аспект, в общем, тоже довольно близкий. У более старших людей ценность благосостояния, у молодежи ценность гедонизма, но если, ну, на первый взгляд, разные вещи. Но если мы посмотрим на расшифровку, на интерпретацию благосостояния взрослыми людьми, мы увидим, что финансовая стабильность или наличие каких-то материальных благ, это, конечно, не самоцель, это средство для получения тоже удовольствия. Путешествия, вещи, вкусная еда, ну и так далее. Про возможность помогать тем, кому не так повезло, мы поговорим чуть позже. Продолжая все то же самое, абсолютно совпадающие ценности самореализации и ценности свободы. Что касается стабильности, кажется, тоже классическое возрастное такое отличие: у взрослых стабильность, у молодежи стимуляция, как раз нестабильность и там драйв, приключения и какой-то новый опыт. Но если мы на последнюю строчку этой таблицы посмотрим, то ну, мы увидим, что вот как бы сущностно очень близкие вещи, но, конечно, опять же, возрастной аспект. У более взрослых стабильность – это прошлое, влияющее на настоящее, да, и стабильность сегодня как заработанная некая
основа. У молодежи эта связка все-таки сегодняшнего дня с будущим, и стабильность здесь, ну, которой нет, но если бы она была, то она была бы основой для вот этого будущего. О представители обоих поколений говорят о безнадежности, о невозможности планирования, об узости горизонта. И вообще надо заметить, что я была очень глубоко впечатлена вот этими интервью, потому что ну, там очевиден такой очень травматичный болезненный опыт всех, ну, почти всех. Там есть несколько человек, потом покажу, у которых вообще все нормально. Но для большинства наших информантов, независимо от принадлежности к одному или другому поколению, то, что происходит в стране, и то, что страна творит за своими границами, это, ну, прям травма. То есть в какой-то мере, может быть, лучше теоретической рамкой был бы концепт культурной травмы. Но ну, вот пока не знаю, есть как-то готовность говорить скорее о поколенческих или возрастных особенностях, да, ценностей, нежели ну, пока недостаточно материала для того, чтобы выйти на более такие экзистенциальные вопросы. Что касается второго блока представления людей о том, что такое общечеловеческие ценности, а именно так были вопросы сформулированы, что вы себе воображаете, когда слышите расхожее выражение «общечеловеческие ценности». И здесь тоже оба поколения говорят о примерно одном и том же. Про мир и отсутствие войны, про семью, и вот какие-то аспекты, связанные с, ну, буквально жизнеобеспечением, да, с какими-то с потребностями базовых уровней. И важно, как мне кажется, что представители обоих поколений выходят на вопросы состояния окружающей среды. Кажется, что действительно это вынесение их в какой-то значимый блок и описание этих аспектов как ценностей общечеловеческих, это, кажется, в общем, достаточно новая для россиян такая история, поскольку ну, там, все исследования по методологии, например, Инглхарта, которые там, ну, по крайней мере, в 90-е, в нулевые проводились, они показывали, что россиян очень мало волнует состояние окружающей среды. Ну, вот внезапно, значит, взволновало. Мария Андреевна, 2 минуты. Ой, ну ладно. Сейчас я ускорюсь. Значит, вот опять же к общечеловеческим ценностям молодежь все-таки относит свободы и развитие ключевых социальных институтов. И вот все-таки возрастное отличие, взрослые говорят о традициях, молодежь о развитии. Что касается европейских ценностей, видят, в принципе, их примерно одинаково. Равенство прав, терпимость, свободы, которые закреплены в массе международных документов. Ну и вообще и в Конституции нашей они тоже закреплены, но там уж другой вопрос, что с ней дальше происходит. Вот. Значит, расхождение в понимании европейских ценностей межпоколенческие начинаются вот на вопросе или на обсуждении темы, как государство должно относиться к своим гражданам. И здесь старшее поколение все-таки демонстрирует некое ожидание патерналистской опеки со стороны государства, молодежь в этом смысле более независимой ценности ответственности, активизма для молодежи в большей степени характерны. Люди, которые критикуют европейские ценности, говорят категорическое «нет», потому что это... И дальше, значит, оказывается, что они отождествляют европейские ценности только
В общем, вот такое, не знаю, как в дискуссии других стран, но в России есть такое выражение гейропа. Значит, вот так вот именно да, гомосексуальность и трансгендерность эти информанты воспринимают как там, не знаю, преступление против человечества как такового. Но цитаты, конечно, очень интересные. Мы здесь видим очевидные логические разрывы. То есть вот какое безобразие. Однополая семья. У нас вот семья нормальная, папа, правда, ушел, но у нас хорошая семья. То есть вот как бы у человека вот такая картина мира. Здесь тоже про разрывы, но никуда знать. Эти разрывы и противоречия разрешаются. Они разрешаются двумя простыми. То есть люди понимают, что они дошли в тупик в своих рассуждениях и не могут связать начало с концом, с выводом. Облегчает им эту задачу установка на ожидание патерналистской опеки со стороны государственного поиска внешнего врага. То есть очень хорошо ложится медийный и политический дискурс российский современный на разрешение вот этих противоречий. И вот самое это сложное и ну, я уже, наверное, потом, если нужно будет, прокомментирую. И самое интересное, что люди, которые, значит, понимают европейские ценности, видят значительное количество фактов и потенциала нарушения прав и социальной уязвимости вокруг себя, а люди, которые европейские ценности не принимают, у них вообще все нормально. И у них, и в окружающем мире, и никому. Ну, или вот как в последней самой цитате, уязвимость будет всегда, и мы ничего не сделаем с этим. Либо у всех все хорошо, дети получают образование, пенсионеры пенсию, работающие люди зарплату, и вообще все ясно. И, собственно, в качестве выводов, это последний слайд, я хотела как раз предложить на основании, зачем мы этот качественный этап реализовывали, некоторые гипотезы для количественного этапа. Значит, во-первых, вероятно, что возрастные различия индивидуальных ценностей россиян более значимы, чем поколенческие, они более многочисленные, более масштабные. При этом представление о поколенческих различиях значительно выражено. И подозреваю, что количественное исследование нам покажет, что они более выражены, чем фактические различия. Индивидуальные ценности россиян в большей мере соответствуют представлениям об общечеловеческих ценностях, и при этом обнаруживают отличия с воображаемыми европейскими и типичными российскими ценностями. Непринятие ценностей, приписываемых европейцам, связано с менее выраженными инклюзивными установками и в целом с узкой трактовкой инклюзии и необходимости социальной поддержки. А принятие европейских ценностей, напротив, с большей чувствительностью к социальной уязвимости, более выраженными инклюзивными установками и паттернами помогающего поведения. Спасибо.